Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Сентябрь уже дышит нам в спину. Как всегда, нас ждут премьеры новых фильмов на любой вкус и цвет. Жанровое разнообразие впечатляет. А что именно для нас приготовили, я как раз сейчас вам и расскажу. Ловите сентябрьскую подборку самого интересного киношного контента. Поехали! После неожиданной смерти отца, Лидия с дочерью Астрид и мачехой Делией возвращается в городок Уинтер-Ривер. Однажды дочь-подросток обнаруживает на чердаке старого дома загадочный макет города. Лидия вынуждена рассказать ей о Битлджусе, озорном и крайне опасном призраке. И главное, его имя ни в коем случае нельзя называть 3 раза подряд. Зря мама это сказала. Любопытство бунтарской юной натуры берет верх. Битлджус – фэнтезийно-комедийный ужастик Тима Бертона. Появление нового фильма этого режиссера является событием в мире кино. Эдвард Руки-ножницы, Алиса в стране чудес и Эд Вуд – это всего лишь некоторые его громкие работы из его внушительного списка. К своим ролям вернулись золотоглобусный Майкл Киттон и Вайнона Райдер, а также Кэтрин О'Хара, которую зритель хорошо знает по серии фильмов «Один дома». А еще мы на экране увидим несравненную Монику Беллуччи и неподражаемого Уильяма Дефо. Битлджус будет выпущен на большие экраны 6 сентября 2024 года. Бывший пехотинец отдал службе в американской армии свои наилучшие годы. Зная коррумпированные власти, он не хотел возвращаться в родной провинциальный городок. Но он узнает об аресте своего двоюродного брата, ставшего жертвой недобросовестных полицейских. Терри пытается помочь своему родственнику выбраться из западни, но на его пути встает сам шериф Сэнди. Однако морпехи не из тех, кто так просто сдается. Ребел Ридж – боевик-триллер Джереми Сальнье. В культовом сериале «Настоящий детектив», который уже неоднократно упоминался в наших роликах, ему доверили снять 2 серии 3-го сезона. В актерскую команду фильма вошли золотоглобусный Дон Джонсон, известный по громким фильмам «Джанго освобожденный» и «Достать ножи», актер со звучной фамилией Джеймс Кромвель, обладатель премии Эмми за лучшую мужскую роль 2-го плана в мини-сериале «Подпольная империя», и Анна София Роб, воплотившая роль Вайолет Beauregarde в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Выход фильма запланирован на стриминге Netflix на 6 сентября 2024 года. Фотография – это печать эпохи. Это не мой рассказ истории, которая может завораживать и ужасать своей реальностью. Этот фильм – биографическая повесть американской модели Ли Миллер, которая стала военным фотокорреспондентом. Там на фронте Ли фиксировала для истории высадку союзников, ужасы концлагерей и освобождение Франции. Многие ее работы известны и сегодня. Неравнодушная и решительная женщина в своих фотографиях увековечила примеры мужества и героизма, милосердия и отваги. Ли – британский биографический фильм режиссерши Эллен Курос. Это ее дебют в полном метре. Основой сценария послужила книга «Жизнь Ли Миллер» под авторством Энтони Пенроуза. Титульную роль исполнила оскароносная Кэт Уинслет, которую нет необходимости представлять зрителю. Многострадальный фильм Ли из-за финансовых проблем снимался 8 лет, и вот теперь, 13 сентября, он выйдет на канале Sky Cinema. Легенда возвращается на экраны. 50-е годы прошлого столетия. Небольшая община сельской местности Апачи втянута в таинственные события. В их мир вторгаются дьявольские силы, выходящие за рамки понимания. Хеллбой в тандеме с агентом-новичком из Бюро паранормальных исследований и защиты берутся за дело. Им предстоит раскрыть причины странных демонических происшествий. Хеллбой «Горбун» – супергеройский хоррор режиссера Брайана Тейлора. Это 2-я перезагрузка серии фильмов «Хеллбой». Роль легендарного Хеллбоя исполнил Джек Кэсси. Широкую известность он получил после выхода фильма Дэвида Линча «Дэдпул 2», в котором он исполнил небольшую роль суперзлодея Черного. Пожалуй, это пока все, что можно сказать об актере. Так или иначе, а ему не избежать сравнения с Хеллбоем в исполнении Ролла Перлмана, которая для многих считается классикой. Пожелаем Джеку не проиграть в этой схватке. Ждем выхода фильма на больших экранах 19 сентября этого года. Amazon продолжает успешно конкурировать с основными игроками малоэкранного кинорынка. В этот раз нам приготовили историю о Зое Лоу, квантовом физике, которая оказывается во временной петле. В груди растет черная дыра, и жить ей осталось всего ничего. У героини есть всего неделя, чтобы выжить. И никто не знает, что Зоя уже прожила эту неделю так много раз, что потеряла счет времени. Но однажды Зоя встречает одаренную ученицу Паулу. Вместе они пытаются раскрыть тайны путешествия во времени. «Петля времени» – научно-фантастический драматический фильм Бернардо Бритто. Главную роль в фильме исполнила Мэри Луис Паркер. Ее работа в нашумевшем мини-сериале HBO «Ангелы в Америке» была отмечена Золотым глобусом и премией Эмми. Премьера фильма «Петля времени» запланирована 20 сентября 2024 года.
Нас также ждет необычная история. Кто из нас не хотел изменить себя? Элизабет Спаркл, бывшая звезда аэробного шоу, уволенная из-за своего 50-летнего возраста. Руководство телеканала приняло решение перезапустить шоу с новой звездой. И когда, казалось бы, нужно смириться с судьбой, аутсайдер получает неожиданное предложение. Чтобы стать моложе, красивее и совершеннее, наша героиня должна принять чудесное вещество. Так она получает шанс стать лучшей версией самой себя. «Субстанция» – хоррор режиссера Карали Фарджит. Это второй полнометражный фильм в ее карьере. Ее дебютный фильм «Месть» был отмечен наградами многих независимых кинофестивалей. В фильме мы увидим двукратную номинантку на премию «Золотой глобус» Деми Мур, Маргарет Куэлли, запомнившийся зрителю по драматическому мини-сериалу Netflix «Горничная», и весельчак Деннис Куэйд, которого The Guardian назвала одним из лучших актеров, никогда не номинированных на премию «Оскар». Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 20 сентября 2024 года. А теперь об одном из самых интересных проектов сентября. История начинается с того, что на место очередного задания прибывает спец по устранению следов преступлений. Но, неожиданно для себя, он сталкивается с другим мастером скрытых операций. Каждый из них привык к одиночной работе. Их методы и принципы становятся причиной конфликтов. Однако, грядущая ночь может оказаться для них последней. Обстоятельства заставляют обоих искать способы преодоления разногласий, ведь они стали объектом охоты для профессиональных киллеров. «Одинокие волки» – комедийный боевик, снятый Джоном Уотсом. Среди его заслуг – супергеройские фильмы киновселенной Марвел, «Человек-паук. Возвращение домой», «Человек-паук. Вдали от дома» и «Человек-паук. Нет пути домой». Звездный дуэт просто невероятный. Оскароносные Джордж Клуни и Брэд Питт. Уверен, представлять их вам нет необходимости. Премьера фильма состоится на Apple TV+ 27 сентября. А закончим мы сегодняшний дайджест еще одним интересным проектом. Действие сюжета этой истории происходит в 1965 году в Нью-Йорке. Молодая амбициозная танцовщица Терри получает сложную травму, что ставит крест на профессиональной карьере девушки. И все же бродвейский влиятельный продюсер предлагает ей вернуться на сцену. Но не так все просто. Для этого Терри должна оказать маленькую услугу. На что готова молодая танцовщица, чтобы вернуться на сцену? «Квартира 7А» – психологический триллер с элементами хоррора. Режиссером выступила австралийка Натали Эрика Джеймс. Это приквел известного фильма Романа Полански «Ребенок Розмари» 1968 года. Титульную роль исполнила молодая актриса Джулия Гарнер, запомнившаяся зрителям по роли предприимчивой девчонки в сериале «Озарк». Также в актерскую команду вошла двукратная обладательница Оскара Дайан Уист, одна из любимых актрис Вуди Аллена. Так что ждем с нетерпением фильм «Квартира 7А», который появится на стриминге Paramount+ 27 сентября 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Такими будут самые интересные фильмы сентября 2024 года. Если тебе нравится то, что мы делаем, не забудь отметить это пальцем вверх. Также ты можешь выразить благодарность за наши труды и стать спонсором нашего канала. Для этого под видео есть заветная кнопка. Всем пока-пока, услышимся!